Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу показать вам мастер-класс на вот такого вот небольшого кактуса цветущего с цветочком. Кактуса в горшочке. Это будет брелочек, это небольшая игрушечка. Вот такой интересный вариант с ручками, с глазками. Это полностью цельно вязаная игрушка. Вяжется очень легко и быстро, и понадобится немного пряжи, поэтому можно вязать с остатков пряжи. И давайте начнем. Итак, понадобится всего лишь 3 цвета пряжи. Опять же, любые оттенки. У меня это Woolens Bunny Baby. Значит, у меня небольшой остаточек коричневой для горшочка пряжи. Цветочек я возьму красный, ну и такой вот темно-зеленый, другой оттеночек у меня будет. Если интересно, цвет это 163. Тоже хороший красивый цвет такой, так как у меня остаточков нету, поэтому я буду с цельных моточков вязать. Вот остаток у меня только коричневый. Дальше нам понадобятся глазки 7 миллиметров для кактуса. Вот маркер, крючок номер 4, дальше ножницы, понадобится еще иголка и черная пряжа, можно полухлопок, можно любую пряжу, любую ниточку для вышивания ротика. Все, давайте приступим. Итак, начинаем с коричневой пряжи и набираем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка провязываем 8 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Хвостик будем ввязывать вместе с деталью второй ряд. Во втором ряду будем провязывать 1 столбик без накида плюс прибавка. 1 столбик без накида, ставлю маркер. В следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше опять 1 столбик без накида. В следующую прибавка. Опять 1 столбик без накида. Следующую прибавка. Один столбик без накида и прибавка. Таких повторений нужно было сделать 4. По кругу у нас получается во втором ряду 12 столбиков по кругу. Дальше третий ряд. Третий ряд мы будем провязывать за заднюю стеночку петли. Я снимаю маркер, хвостик уже убираю. И вяжем за заднюю стеночку петли. Вот, за заднюю стеночку петли. Провязываем так. 2 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. В следующую. За заднюю стеночку петли. В следующую прибавка 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше опять 1 столбик без накида, 2 столбик без накида и прибавка. Это уже второе повторение. Третье повторение. 1 столбик без накида, 2 и прибавка. Третье повторение. И четвертое повторение. 1 столбик без накида, 2 и прибавка. По кругу у нас получается 16 столбиков. Вот 16 столбиков по кругу. Теперь 4, 5 и 6 ряд мы провязываем 16 столбиков по кругу без прибавок и убавок. Давайте провяжем.
Провязала я 3 ряда, теперь 7 ряд. 7 ряд вяжем за заднюю стеночку петли и провязываем все 8 убавочек. За заднюю стеночку петли захватываю рабочую нить, не провязываю в следующую петлю. За заднюю стеночку ввожу крючок, вывожу рабочую нить, 3 петли на крючке провязываю вместе. Ставлю маркер в первый столбик. Так нужно провязать до конца ряда. Вторая убавочка. Третья. Все за заднюю стеночку. Четвертая убавка. Пятая. Шестая. Седьмая. И последние 2 петельки за заднюю стеночку. Все, в ряду у нас получается 8 петелек. Вот, и теперь меняем ниточку. Коричневую ниточку я обрезаю. И берем зеленую пряжу. Итак, я снимаю маркер. Снимаю верхнюю петельку. И довязывать уже последнюю убавочку я буду зеленой пряжей. Беру зеленую пряжу. Вот. И довязываю последний столбик зеленой пряжей. Вот так. Убираю пока ниточку. Теперь 8 ряд я провязываю 8 столбиков без накида за полную петельку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь я беру 2 хвостика, завязываю на узелочек и вкладываю их в серединку. Помогаю я щипчиками. Вот так. Это мы провязали 8 ряд, 9 ряд. 9 ряд я провязываю так. Столбик без накида, ставлю маркер. Первый столбик, второй, третий и прибавка. Опять 1, 2, 3 и прибавочка. В 9 ряду у нас 10 столбиков, 10 ряд. Снимаю маркер, провязываю 2 столбика без накида. В первый столбик ставлю маркер. Первый столбик, второй. В следующую петельку я провязываю шишечку, которая состоит из 3 столбиков с накидом. Делаю накид, провязываю. Раз, с одной вершинкой шишечка вяжется. Сюда же в эту петельку второй столбик. И сюда же 3 столбик. 4 петельки на крючке, провязываю вместе, воздушная петля. И вот мы провязали первую ручку кактуса. Теперь провязываем 4, подтягиваю первую петельку, 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В следующую петельку я провязываю опять шишечку. В следующую петельку провязываем опять шишечку, которая состоит из неполных 3 столбиков с накидом с одной вершинкой. Делаю накид, провязываю в одну петельку 1, 2 и 3. Вот 3 неполных столбика с накидом.
Теперь провязываю все эти столбики вместе, делаю воздушную петельку. И до конца ряда нам нужно провязать 2 столбика без накида. 1 и 2. Вот так. Вот такая деталь получается. Дальше, опять же, у нас 10 столбиков, то есть мы провязали без прибавок и без убавок и прибавок. 11 ряд. Провязываем. Первый столбик провязываем. Ставлю маркер обратно. Дальше вторая петелька. Дальше воздушная петелька на шишечке. И вот еще одна петелька, то есть 4 столбика без накида. Дальше провязываем прибавку. И опять 1, 2, 3, 4 и в последнюю прибавка. 12 столбиков у нас получается по кругу. Теперь 12 ряд. В 12 ряду я провязываю 2 столбика без накида, прибавка. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. И еще 2 повторения. И в конце прибавка. В 12 ряду у нас получается 16 столбиков по кругу. 13 и 14 ряд провязываем по кругу без прибавок и убавок. 16 столбиков без накида. Я набила уже кактус, набила сам горшочек, вот, и набила средней плотности. Не надо плотно набивать сильно, потому что это брелочек, и он должен быть такой вот гибкий, потому что мы горшочек наш вот так вот нужно приплюснуть его, вот таким вот образом, вот. И теперь провязываем 15 ряд. Провязываем 11 столбиков без накида. В первый столбик ставлю маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Провязав 11 столбиков, я 11 петельку не довязываю. Вот так вот не довязываю. Беру красную пряжу. Зеленую я не обрезаю, а просто убираю. И довязываю уже красной пряжей. Теперь провязываем следующую петельку, шишечку, как и ручку нашу. 3 незаконченных столбика с накидом. Вот второй столбик и третий столбик. Это все в одну петельку. Вот так. Теперь
провязываю все петельки вместе, подтягиваю первую петельку и заканчиваю уже воздушную петельку, вяжу зеленой пряжей. Дальше до конца ряда я провязываю 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Теперь я беру ниточку красную, обрезаю наш цветочек, завязываю на узелочек 2 кончика. Вот. Прячу эти кончики тоже в деталь. Вместо холофайбера тоже. Вот так. И теперь 16 ряд я провязываю все 8 убавочек. Вот за передние полупетельки провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Там, где цветочек, я за полную петельку взяла, за воздушную петельку, и просто провязала за полную петельку. Вот так. Теперь убираю маркер, обрезаю хвостик и фиксирую ниточку. Одеваю иголочку. И теперь стянем отверстие за полупетельки. Но при этом давайте набьем еще раз вот это отверстие неполное. Давайте набьем его еще раз холофайбером и заполним вот эту пустоту. Итак, заполнила я. Теперь давайте за полупетельки вот так вот будем стягивать. Итак, фиксируем центр, я вставляю, вот, и вывожу в любое место. Так, теперь хвостик обрезаю. Кстати, эта ниточка Himalayan Dolphin Baby, то я вам хочу сказать, она немного испортилась, потому что она раньше так не расслаивалась, то сейчас, конечно, мне не нравится. Мне Woolland's Bunny Baby нравится больше, потому что она так не сыпется, как сыпется теперь вот Himalayan Dolphin Baby. Хотя, может, это от партии, опять же, зависит, неизвестно. Ну вот в последнее время она вот так вот испортилась, и приходится разными методами фиксировать кончики и отверстия. Вот аккуратненько пришивать. Итак, закончили мы кактус наш. Теперь, так как я кактус, скажем так, не делаю утяжки в глазиках, поэтому я их просто буду приклеивать. Приклеиваю я их симметрично. Вот так вот вставляю, чтобы они были симметричны. Ручкам, симметричной ручкам. Теперь давайте с вами обвяжем горшочек, чтобы у нас границы были горшочка видны. Вот давайте возьмем коричневую пряжу и вывяжем. Итак, приготовила я коричневую пряжу. Теперь возвращаемся к нашему горшочку и возвращаемся к третьему ряду. И третий ряд, вот давайте с задней части горшочка присоединимся к третьему ряду и вывяжем с вами обычные столбики без накида. Вот так.
каждую петельку, полупетельку переднюю мы с вами провяжем столбик без накида. Ниточки затем спрячем вовнутрь детали. Так, нам нужно тут провязать 12 столбиков без накида. Вот, провязали мы. Теперь я обрезаю ниточку, делаю соединительную петельку. Так. И фиксирую. Все, хвостики мы потом спрячем с вами. Вот такое донышко у нас получается. Теперь возвращаемся к верхней части и тоже присоединяемся к задней части горшочка. Вот. Присоединились. И теперь мы провязываем здесь. Это мы присоединились к 7-му ряду. К 7-му. И провязываем таким образом. Один столбик без накида. Подтягиваем. Дальше прибавка. 2 столбика без накида в одну петельку. Убираю хвостик. И опять 1 столбик без накида. В следующую прибавка. Опять 1 столбик без накида и прибавка. Так провязываем до конца ряда. Теперь обрезаем ниточку, присоединяемся к первому столбику и фиксирую ниточку. Вот так вот. Теперь давайте спрячем с вами, все кончики и приклеим глазки.
Итак, вышила я ротик. Ротик вышивается галочкой, как я показала. Приклеила я глазки. Все, наш брелочек кактус-горшочки готов. Вот так вот легко и быстро с оформлением цветочка. Кстати, цветочков можно сделать и в нескольких местах. То есть это я вам показала один цветочек, но таких цветочков можно сделать или по кругу вот так вот красиво, чтобы было, или как-то оформить красиво. Можно в разных местах сделать шишечки вот такие вот красные, как будто бы чтобы он цвел, цветущий кактус был. То есть это уже на вашу фантазию. Я украсила одним цветочком, но украшать его можно по-разному. Поэтому, если вам понравился такой мастер-класс, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня им говорю пока-пока.